Все в снегу. Все в снегу. Короче, пошел я куда, не знаю сам. Пошел я в поисках таинственной речки, которая где-то должна быть там, но пока не знаю, ни разу не был. Вот пошел. Пошел я в лес. Ой. Не знаю даже, куда я пошел, но я пошел в поисках таинственной речки. Один, не знаю сколько километров, ничего. По предварительной оценке мне сказали, что там минут 40 идти, но я тут пока включаю камеру и прочее, поэтому я буду, наверное, долго идти. Вот. А вокруг меня вот такой лес. Немножко, конечно, страшновато идти. Вот, говорят, появились медведи. Тем более я иду один. Ни разу я здесь не был. Несколько дней назад выпал снег. Смотрите, ну, везде вот снег лежит. В лесу снег лежит, а по дороге нету. На входе в лес я видел грибы маслята. Но здесь вот тут, наверное, по обочинам могут где-то появляться эти грибы. Вот даже если может немножко отклониться в лес. Ой, а вот это черный гриб. Угу. Не знаю, что это. Так, волнушка. Еще одна волнушка, которая называется условно съедобный гриб. Так, ну это поганки. Ну, надо мне идти. В моем распоряжении, может, световой день часа 4. Поэтому мне надо шлепать и шлепать. Прийти туда, на речку, посмотреть, что это за речка. Смотрите, какой то березовик. Но я пока оставлю здесь, может, на обратном пути пойду. Заберу его. Я иду, и такие ощущения, что, знаете, по спине пробегает такая дрожь у меня. Вот. Да, в детстве я ходил, конечно, по лесу. Даже я в дикой природе встречался 2 раза с медведями. Ну, первый случай был когда мне было, наверное, лет 17. Мы рыбачили на реке. Это было в России, конечно. Вот, рыбачили на реке, и где-то утром, часов... Мы рыбачили на... Как называется, на чем? Выше был перекат. И вот он, наверное, нас услышал. Это 4-й час был, июль месяц.
И вы знаете, вдалеке, там метров за 300, он как лошадь галопом через этот перекат, только бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И на высокий берег бабахнул, выскочил. Вот, второй раз мне было где-то после 40. Ездили мы в Верховье. Верховье на той же речке, тоже в России это было. Шли на лодке с мотором. И вдалеке смотрим, кто-то переплывает этот самый реку. Киса какая-то. Кто-то переплывает реку. Я сначала, у меня мысль была такая: лось. Вот. И мой этот самый знакомый, он за мотором сидел, газу как дал. И мы, наверное, прошли от него, наверное, метрах в 5. Вот. А он плыл, он ничего. Когда он только почувствовал, вот грибы где-то, нет, поганки. Когда он почувствовал, что это твердую под лапами, твердое дно, он так повернулся и с таким видом. Я не успел испугаться, но когда мы ночевали, уже потом проехали, наверное, не знаю, километров 30, когда мы ночевали, там в избушке остановились, мне все казалось, что это самое, что где-то медведь рядом. Вот такие ассоциации были у меня 2 раза в жизни с медведями. Иду дальше. А вот ловушка. Называется условно-съедобный гриб. Кстати, вот вторая ловушка. Вот третья ловушка. Вот 4-я ловушка. Вы знаете, эти грибы для засолки очень хороши. Но есть 2 способа приготовления этих грибов. Один способ это вымачивать их надо в течение там 21 дня, 20. И после вымачивания тогда и засаливаешь, и отлично. Второй способ это сразу сварить. Я пробовал, вернее не я пробовал. Второй способ это взять и просто их сварить. Ну, вы знаете, вот когда они лежат и отмокают 20 дней, вот, кстати, черные грузди, потом покажу, как их очищают, эти черные грузди. Тоже, кстати, нормальные такие грибы. Вот если туда где-то в лес пойти, там, наверное, будут эти грибы черные грузди. Тоже условно съедобные. И тоже можно варить, можно вымачивать. Если сваришь его, то он не очень хороший и засолишь. А вот если будешь вымачивать, то это будут классные грибы. Вон грусть. Вот волнушка. Осина упала. Переграждает нам дорогу. А вот смотрите, там все погрызено. Она, наверное, упала не в этом году, а раньше. Вот это, похоже, погрызли зайцы. Ну, когда снег выпадет и будет повыше им ходить, вот они все погрызли. Так, а если вот эта упавшая осина, если посмотреть с этой стороны, то здесь могут быть какие-то норы. Видите, какая тут песок. О, смотрите, ну, явно, что кто-то здесь может жить. Не знаю кто. Может, енотовидные собаки или что там. Я, в принципе, взял с собой фонарик, но лезть сюда мне не хочется. Вот песок утоптан. Значит, возможно, тут есть какая-то нора. Так, сейчас я немножко отдалю камеру. Вот, видите, что тут творится? Точно там что-то может быть. Какие-то норы. Может, барсук. Но, кстати, енотовидные собаки, они занимают места барсуков и лис, норы. Лисы и барсуки норы копают, а они там их занимают. Так, а вот здесь болото. Здесь болото. Вода стоит.
Вот такое болото. Ну, здесь и клюква растет, и голубика. Там вода стоит. Вот оно, болото. Вода стоит. А это помост даже какой-то. Какой-то мостик. О, тут даже озерцо какое-то. Ну, чуть не упал. Болото питает речки. Интересно, рыба здесь есть? Рыба здесь есть, нет? Ух ты. А вот следы чьи-то. Похоже, заячий. Почему-то зайца, по-моему, 300 вода. Смотрите, вода темная. Ну, караси должны быть, наверное. И прочие рыбешки. А где карась, так щука. Чтобы карась не дремал. С этой стороны. Снегочку пускай. Вода темная, торфяная. Хотел позвонить. Связи нет никакой. Связи абсолютно никакой нет. Иди дальше. А вот смотри, какой лес. Осинник, березы. Вот такие сосны стоят. Вот где-то тут проходил. Ух, какая мощная сосна. Сейчас я покажу. Мощнейшая. Где-то она. О, слушайте. Мощная сосна. Не знаю, сколько ей лет. Ого, стоят такие. Вот здесь должны быть, я так думаю, во всяком случае, вот видите, березки. Здесь должны быть подосиновики расти. А сейчас снегу. Все снегу, такие мощные сосны. Удивительные березки. Ребята, мне уже жарко, я вспотел. Вот. Связи нема. Ну, ее и не было. Здесь такие места, что какая тут связь. Ничего нету. Вот иду вот. Сплошной такой лесоповал. Лес так шумит, капает с него. Еще не знаю сколько. Сколько еще идти. Ну посмотрим. Посмотрим. Пока всем. Сплошные эти самые завалы. Сплошные завалы. Везде деревья лежат. А вот осина. Здоровая осина. И совсем много. Придется подлазить под нее. Вот какой бурелом. Сна. 3-4. Что мы сюда не оставим? Тут на этих сучьях.
какой-то авантюрист. Следопыт. Пионер. Как там американцы называли тех, которые жили, осваивали Америку. Пионеры, эсквайры или эксквайры. Не знаю, что это за грибы. Может, опята. Может, поганки какие-то. О, слышно, ворон кричит где-то. Вот, кстати, сорок не слышно. Пролетели эти вороны. Если что-то случается, то вот сорока, она дает знак, что какое-то есть живое препятствие, условно. Зверь какой-то. Сорока. Но сорок не слышно, нету. Вот, при входе в лес я белку видел, но не успел заснять ее. Все, осины, осины, осины. Вот опять упала осина. И там дальше осина упала. Ну, вот она уже тут лежит. 100 лет в обед. Что-то мне показалось. Урчание или что такое. Опять какой-то завал. Сплошные деревья. Только слышно плюсовая температура, наверное, 1 или 2 плюса градуса. И вот эта капель деревья идет. Вы знаете, если дикий зверь, в смысле медведя, да, вот, который не ранен, ничего, он будет идти и сопровождать человека. Вот. И человек его просто не услышит. Почему? Потому что он живет здесь. И это его территория. Поэтому ему очень легко ориентироваться во всем. А у нас в этом году нашествие медведей. Вот, они там занесены в Красную книгу. Вот, и народ встречается с ними. Но пока не было еще таких случаев, чтобы медведь нападал на человека. Вот, конечно, он, если не нагуляет жир, вот, тогда ему без разницы, кого и с кем. У кого это, да, а когда их не стреляют, так они уже не боятся человека. Вот, а когда их раньше стреляли, то они боялись человека.